Насчет ватных дисков, это на самом деле одна из реально очень давняя история. То есть с первого момента, как я взял струну, как я ее начал точить, и все, вот эта вот кухня была, у меня из подручного средства, оно у меня было основано на памяти, когда я видел, когда брату армейскую делали, у чувака была в руках комок ваты. Я как бы делал все по тем же стопам, собственно говоря. Я к тому, что вата из матраса быстро кончается, и матрас выглядит непрезентабельно, чувак. Поэтому я начал пиздить ватные диски у мамы из косметички. И как бы с тех пор они у меня не всегда были вот в таком вот формате, как вот, если кто там, наверное, не сразу поймет, если не видят, то есть они у меня, если ты тоже помнишь, то То есть есть я их брал. складываешь То стопочкой есть и я их беру пропитываешь просто, сверху со я спрей-батла водичкой не, мыльной. спрей-батл это долгое мозгоебство. Я просто беру, собственно говоря, ну, вот из упаковки их Мгм. и ну, под воду, потом обычную. Просто их потом сдавливаю, выжимаю, и все. И вот у меня биток увлажненный, ну, то есть они мокрые, они Мгм. Мгм. увлажненные. Мгм. Как это пошло еще вот там 12, получается, лет назад, когда я, блядь, рвал матрасы, а потом я спиздил их с косметички. И я уже тогда заметил, что они это самое, в принципе, мне очень подходили. И я могу сказать, что это, ну, то есть это, ну, это реально для меня, по крайней мере, и не только, то есть это очень удобная херня, потому что когда, типа, вот, не знаю, ты там работаешь, и все, это из головы где-то в картинке, то вот для меня сделать эту микропаузу, это там взять полотенце, его сложить, Мгм. побрызгать со спрей-батла и снова вернуться к работе, это уже такое не самое, я не знаю, удобное для меня, наверное, отвлечение. А ватные диски, когда они вот лежат стопочкой, то есть я прям не задумываясь, я их просто взял, я даже могу не отворачиваться от картинки и так далее, я их просто беру и все, я, ну, не ломаю процесс, по крайней мере для себя и по крайней мере в голове. Слушай, ну я вот, допустим, пользуюсь полотенчиками. И есть такая вещь Мгм. с полотенцами. Если полотенца плохие, Так, то они начинают ворситься, да. и на коже скапливаются катышки. Эти катышки очень любят попадать в РСочки и Мгм. забивать их, и потом ты сидишь и ковыряешь эти РСочки ноготком там, или единичкой иголкой, пытаясь все это выковырять, потому что, ну, как бы, иголка испорчена полностью. Ну Есть ли да. у ваты такое? Слушай, ну типа Есть ли какая-то вата качественная и да, конечно, некачественная? этих, сука, ватных дисков, блядь, их тоже бесперебойное количество. То есть я к тому, что ну, они реально у меня есть хорошие. На самом деле, отличие хороших от плохих выглядит следующим образом. Когда ты берешь этот ватный диск из стопки уже сжатый, то есть Мгм, они мгм, в брикете в таком, мгм. да, ты его берешь, и вот он у тебя в руке единичный. Если это говна кусок редкостный, то когда ты его берешь, блядь, он у тебя пополам разрывается, у тебя это вот пиздота наизнанку, короче, этот мох, ну, Мгм. то есть они, ты понимаешь, как он рваный посередине, и все. А вот это вот дебилизм. И да, эти все вот вещи, они как бы отличают. То есть я не скажу То есть какие-то есть какая-то фирма или что? по-моему, я, блин, если честно, не вникаю в них, как она, Белла, вот какие-то синие вот эти вот, по-моему. На самом деле, я даже не запарился, я в ленте часто закупался, у них там эти 365 дней, ну, понял, да, это локальная хуйня лентовская. Они тоже нормальные, то есть есть чуть лучше, чуть хуже, но если вернуться на секунду к твоему вопросу о том, что в процессе работы именно на коже остаются злоебучие катышки, Да, да, у ватных дисков этого дерьма нет. вообще. Ну да, ну то есть, типа, если ты сухой возьмешь, конечно, он там заворсится и, блядь, превратится в кота. Но вот такой промоченный брикетик уже Да, это он все, плюс, он, например. да, он причем мелкий, и он более чем соразмерен обычному вот куску полотенца, то есть единичному. Просто для меня удобно тем, что в силу того, что он мелкий и увлажненный, когда я касаюсь, собственно говоря, ну, вот этого пятна с краской, соответственно, я его просто смазываю, и он растекается внутри сам. А не как полотенце, знаешь, там вот один угол измазан, другой сухой, и ты начинаешь, блядь, вот это вот Ну, развернул. ты чередуешь специально, то есть, когда тебе нужно не стереть трансфер, допустим, ты вначале смочил, и оно все смылось, а потом ты ведешь какую-нибудь линию, и у тебя подтека какого-то жирного нет, но тебе просто надо немножечко эту Ну, линию очистить, не пачкая трансфер. Ты другой стороной сухонькой, хоба, это вроде и как бы все. да, но при этом, когда ты не думаешь об этом, ты не делаешь это целенаправленно, просто ты работаешь пятном, я не знаю, ну вот красишь просто пятно, ты его раз стер, два стер, третий раз ты уже просто размазываешь одно и то же. То есть ты начинаешь искать более чистый уголок на салфетке Угу, угу. и типа вроде им уже Ну да, вытираешь. есть такое А дело. у диски, ну у диска он как бы, он мелкий, соответственно он просто в себя впитывает. То есть я могу одним и тем же углом, блядь, крутить, 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 он все вся втягивает и он равномерно, блядь, как бы сидит. Вот. Ну и как бы для меня это было очень удобно, и это, как я уже сказал ранее, то есть это прям одно из моих первых таких для удобства меня сформированных помощников. Есть татуировщики, такие как Фома. Он, к примеру, начинает с медиума тона прокладывает, а потом кладет темный, по крайней мере, раньше так делал, потом кладет темный и светлый по бокам. Ну, начинает сам Фома конкретно начинает с того, что он вообще процарапывает.
Ну Ну, да, как бы это... есть Валя там Рябова, к примеру, она вообще там сумасшедшим каким-то образом там, Да, она кладет может... какие-то холодные тона, потом, вначале кладет какие-то теплые светлые тона, потом уже добавляет какие-то холода туда и что-то такое. С чего ты начинаешь? Ты просто начинаешь от темного к светлому, как по классике? Слушай, на самом деле, ну, не особо, но вот именно в этой работе тут особо-то не разбежаться. Вон у тебя вот она, ручка внизу есть, там, хули мне там с середины плясать. Вообще, то есть, типа, именно работать начинаю, наверное, снизу вверх. То есть, это, в принципе, чтобы... я иногда начинаю сверху вниз, но иногда бывает такая фигня, что я во время работы, короче, стираю вниз. Ну, то есть, я работаю Я вверху, понял, тыльной стороной ладони ты начинаешь ну, грубо стирать говоря, прям. да. И в принципе, то есть ты по своей природе, когда что-то стираешь, чисто теоретически ты стираешь это вниз. То есть ты работаешь, стер, и это все вниз, а внизу же картинка, Мгм. типа внизу трансфер. Соответственно, как бы, ну, это все. Вот. То есть я, грубо говоря, начинаю работать по направлению снизу вверх. Но вот ты на самом деле сам ответил на свой вопрос. То есть я, наверное, так же, как и Фома. То есть я стараюсь отталкиваться от какого-то среднего тона, а потом просто на него накидываю либо темный, либо светлый, в зависимости от картинки. Но стартую, наверное, все-таки с какого-то промежутка. Если он, конечно, ну, не примитивный. То есть нахуя мне в черном пятне начинать с каких-то промежутков. Ну, то есть, если это Ну, то есть, черный, грубо чистый, говоря, если это у тебя идет да, однотонное равномерное пятно или пятно в одну градацию, то тогда проблем никаких нет, ты просто к темному светлому быстренько его вваливаешь. да, А если у тебя есть какой-то сложный момент, помимо светлости у тебя еще переходы по теплости и холодности, тогда ты начинаешь со среднего с минимума. да, да, я примерно так и стартую. Я пробовал по-разному. Я на самом деле, то есть, опять же, как ты, может, сам знаешь, то есть есть типа прям технические, художественные какие-то моменты. Там одна школа, грубо говоря, там обязует тебя, там ты вот должен сразу знать световую палитру и вкатать ее плотником. То есть не играть в какие-то растяжки. Иными словами, то есть вот он, как Во, это, вот давай на этом месте остановимся. Вогнать есть, я так понимаю, насколько я понимаю, есть две такие глобальные техники. ну Одна да. техника в том, что заключается, чтобы вогнать это все плотником. Это так работают там какой-нибудь Дима Горбунов, Дэн Яковлев там и так далее. Просто снизу вверх, как принтер, вгоняя все сразу же. Самый такой пример иллюстративный это Женя Кныш. Просто снизу вверх полностью все сразу же. А есть Э, такой другой момент, когда человек все-таки продумывает. То есть вначале какие-то общие пятна кладет, потом внутри них начинает что-то уже шевелить Вот, другое. но даже тот же Жека Кныш, он тоже таким методом работает. Я бы разбил, грубо говоря, вот эти две схемы, то есть два варианта, на вот на имена такие, как типа, я не знаю, с подложкой, как работать через подмалевок, либо сразу, ну, класть плотником. И вот, допустим, Саня Харин, да, то есть Мгм. вот он разбил где-то там еще на стадии дизайна, он там разбил картинку на тона, В фотошопе уже. да, он, насколько я знаю, он работает в фотошопе и через там, условно говоря, пастеризацию, либо какие-то другие фильтры или помощники в фотошопе, он Мгм. разбивает картинку на такую, знаешь, восьмибитку. Мгм. Мгм. И когда он видит эту полосу, то есть он уже для себя в силу опыта, в силу там определенного задротства, то есть он выучил, что вот это вот ебучее пятно, это, блядь, пятно, состоящее из этой там пигмента. Мгм. Там, и вот он там батарею пигмента разлил, и все. И тем самым, когда он работает с той или иной областью, и на картинке она, извините, вот, то есть она плоская, то есть он, как я уже Мгм. сказал, да, Мгм. то есть он ее просто плотником вкатывает. Прям сразу, блядь, взял и погнал. То есть другой момент, это вот вышеупомянутый, наверное, подмалевок. Я не художественно развит, чтобы его прям четко объяснить, что такое подмалевок на холсте и прочем. Но для меня, как я работаю, да, то есть я кидаю общий тон, я кидаю сетку, грубо говоря, я цветом раскидываю грейвош. Ну, то есть, типа, прям я кидаю, вот он жиденько так, Мгм. чтобы оно Мгм. какое-то общее пятно имело в виду. Даже, наверное, просто открыло кожу. А потом, то есть я, типа, уже на этот же, грубо говоря, там, открытый тон, я, типа, накидываю либо темный, либо светлый, либо тот же промежуточный, но уже плотником. И, типа, в чем их, допустим, отличие и прелесть? То есть, если разбирать каждый. Если ты хорошо знаешь цветовую гамму, и, грубо говоря, глядя на картинку, ты в голове можешь в одночасье ее разбить на вот бутыльки краской, наверное, идеально будет именно вот как работает там тот же Саня, да, то есть сразу вкатал за раз, что позволяет тебе не возвращаться на один и тот же там кожный участок. Это мы говорим о том, что если ты уверен, что ты в цвет Да, попал, ты да, попадешь в цвет. да, это я имел в виду. Если ты в голове, блядь, глядя на картинку, в одночасье ее разбил на бутыльки. Для этого, наверное, ну, как бы, мне кажется, это несложно, но для этого надо прям захотеть, запариться.
изучить, блядь, каждый, блядь, сука, бутылек краски из твоей Изучить палитры. это в смысле попробовать его на коже. Да, то есть ты его вкатал, блядь, посмотрел, как он зажил, блядь, как он себя повел спустя там какой-то промежуток, ну, вменяемый промежуток времени, и ты понимаешь, ага, вот этот цвет, он вот. И то есть, типа, когда ты уже каждую, наверное, блядь, бутыль знаешь, как он себя ведет, то ты можешь, глядя на картинку, ты можешь ее сразу видеть через призму вот красок. То есть, Мгм. поэтому да, то есть это, на мой взгляд, это, ну, это прям лучше. Потому что ты красишь плотником, ты красишь сразу, это минимальный травматизм для кожи, что является прям колоссальной важностью. Ну, Мгм. на мой взгляд, и в принципе на взгляд многих. Соответственно, как бы тебе незачем более возвращаться на какие-то участки, когда там, допустим, кожа остыла. Когда там Что значит кожа открылась и что значит кожа остыла? С этим более-менее понятно, ну я да, надеюсь. кожа остыла. Ну, типа, вот ты красишь, когда у тебя кожа получает пизды. То есть ей сразу вваливают иголками, она начинает краснеть, плюс как бы сочится кровь. Это она открылась. Ну, грубо говоря, да. То есть это идет, вот ты ее красишь, и вот это, иными словами, ты ее открываешь. Ага. В моем понимании, как бы вот открыть кожу, это не плотником, значит, закатать там, знаешь, это, это вот какие-то первые касания иглы. То есть вот ты Ага. по участку. Ну, то есть, я сейчас немножко отклонюсь в сторону, это просто как пример, чтобы проиллюстрировать. Какие-нибудь аборигены в какой-нибудь Африке или на островах, неважно, помимо того, чтобы додумывались накалывать татуировки иглой, делали частенько просто каменными какими-то орудиями надрез и втирали туда краску. Ты как раз говоришь о чем-то о таком. То есть, когда кожа, она немножко открылась, дальше, после этого, на этом же месте в себя, она принимает гораздо проще Да, уже безусловно. любой твой вкрас. Ну, опять же, это да, это такой маленький лайфхак, то есть, грубо говоря, уже вот как это, как из пластилина лепить фигуру. Чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, по Мгм, открытой мгм. коже скользить легче. То есть, понятное дело, и она и принимает в себя, блядь, пигмент, ну, как бы, намного легче. Поэтому ты можешь, блядь, там, красил щеку каким-то светло-коричневым, грубо говоря, и решил вот здесь вот немножко накинуть, типа, розоватости. И На берешь щеках, какую-то, да. да, и берешь, блядь, какую-то мадженту, это, блядь, ну, история из жизы. Мгм. Когда такой думал, сейчас чуть-чуть сюда кину, блядь, реально точку надо. Ёбнул, блядь, и у тебя просто дыра А такая, оно там все впиталось а сразу она же там открыта, в просто спаханную говорит, блядь, кожу. сюда иди, давай мне это дерьмо сюда, я это сейчас нахуй закатаю. И типа просто, блядь, ты такой, я ж чуть-чуть хотел, а там все, там дыра нахуй фиолетовая, блядь, заебись, румянец накинул нахуй. Я Ну, понял. А остыло, что ты под этим остыло это подразумеваешь? уже более объективное, наверное, выражение. Оно имеет в виду, когда ты положил какой-то первый слой, там, не первый слой, неважно. Короче, вот ты открыл кожу, Ага. и дал какое-то время ей, ну, типа, вот, отдохнуть, там, она, грубо говоря, первые поры, там, крови, грубо говоря, выпустила. Мгм. И вот, Дальше пошла сукровица. да, сукровица, там, я не знаю, каша, мед, говно и пчелы, в общем, все из нее вылезло, Мгм. там, ты уже где-то работаешь, допустим, на другом пятачке, а при этом, как бы, нижний участок, вот этот вот ранее травмированный, Ага. он не трогается, и любой может заметить, что как раз-таки по истечению небольшого времени этот участок кожи меняется в цвете. То есть, грубо говоря, если ты там клал какие-то светло-зеленые тона, Мгм. то в силу того, что изнутри идет кровь Мгм. красная, да, то есть зеленый выглядит грязным. Ну, то есть, типа, прям он, вот он там прям должен был быть прям Ну да, ярко-зеленый, да. он Мгм. грязнится. И вот о том и речь. То есть Или даже, голубой зеленица. да, или там пизда какая-то вообще творится. Короче, просто, то есть, как бы, блядь, ты не понимаешь, какой ты цвет, потому что в колпаке один, ты его вгоняешь в кожу, а из-за этой красноты и общего пиздеца на коже он выглядит непонятно. Так вот, ты там, допустим, ушел куда-то в другой пятачок, и вернувшись на этот самый, на первоначальный, да, там участок, ты видишь, что уже как раз-таки виднеется именно тот зеленый, или голубой, или еще что-либо. То есть уже это красноты, наверное, как таковой, да, которая Мгм. прям Мгм. притемняла Мгм. все, ее уже как таковой нет. И вот для меня, и как в принципе, наверное, для многих, это и есть понимание, что кожа остыла. Что это значит? Это значит, можно по ней поработать дальше? Или это уже Но все? это Это уже... уже табу, ее касаться уже нельзя. Не-не-не-не-не, это ничего не значит. Это просто имеется в виду, что если ты что-то откладывал, и тебе нужно было дождаться, когда ты увидишь фактический цвет. Я понял. Попал ли ты или нет? Ну, грубо говоря, да. То есть в моем случае, типа, для чего мне нужна остывшая кожа? То есть я положил какой-то там тон, я положил цвет, то есть все это дело, все, что надо, сделал. И, допустим, в чем-то я не уверен, достаточно ли там темно, или же, может быть, достаточно там, да просто неважно, что там, я не знаю. Короче, я жду, когда она откровит, я там могу смело уйти там на соседний участок, да, то есть заняться каким-то другим участком татуировки, и этот остывший участок потом мне просто сразу показывает, типа, ёпта, Вася, да тут же темнее надо, смелее.
То есть я уже... Вот это то, о чем как раз я следующим с тобой хотел поговорить. Ты про Васю? Про Васю, да. За свой опыт небольшой я понял одну вещь, что я постоянно недотемняю. То есть все мои контрасты, они нифига не контрастные. Потому что я вроде бы думаю, так, если я, допустим, я делаю, к примеру, я делаю простейшую градацию, как вот ты сейчас делаешь на рукоятке. От черного практически, да, от темно-красного, в какой-то светло-красный. И вот этот переход я лично про себя просто считаю. Вот я макнул в черный раз, 2 раза в красный, потом в черный, 3 раза в красный, потом опять в черный, 4 раза в красный. Так я создаю какую-то градацию. Типа оно все светлее и светлее становится. И мне все время кажется, что это слишком темное я беру. И я начинаю подсознательно, интуитивно это дело подсветлять. А потом вижу, что на самом деле я не дотемнил этот участок. Вот. И такое очень часто. От чего это происходит, как с этим бороться и вообще? Это, ну так вот, так, ну, только что и было сказано, то есть в силу вообще устройства, наверное, кожного покрова и организма, вот ты его коснулся, оно кровит. Вот эта вот вся кровоточивость там и прочие выделения, они притемняют. Неважно, это будет красный, зеленый или какой-либо, просто выходит кровь. Соответственно, она уже, как это сказать-то, она показывает не истинный тон и цвет. О том речь, то есть ты, как и любой другой, наверное, как он должен сделать? То есть, во-первых, прежде всего надо отталкиваться от опыта, а опыт должен говорить о зажившем. Соответственно, там, я не знаю, простейший градиент от темно-красного к светлому. Берем, допустим, 3 цвета. Там, я не знаю, темно-красный, красный и светло-красный. Ну, это типа, если примитивно, да? Соответственно, как бы, когда ты кладешь темно-красный цвет, ты прекрасно понимаешь, что по заживлению он является темным. Соответственно, ты знаешь, до какого участка, ну, то есть ты глядишь на картинку, то есть ты в голове это держишь, что вот темный у меня должен кончаться где-то на этом уровне. То есть ты тянешь этот темно-красный цвет до определенного уровня. Потом кладешь просто красный, там, я не знаю, какой-нибудь, да. И зачастую вот, если опять же говорить о примитивных тонах именно красного, то есть зачастую вот эти вот темно-красный и просто красный в процессе свежака, они выглядят одинаково. Но дашь ей остыть, и вот темный он в глубину падает, то есть он состоит, ну, такой более темнее. А остывший просто, допустим, красный, он уже становится светлее. И вот этот градиент вылазит. То есть я имею в виду, что любой цвет, то есть его надо немножко знать. Поэтому, грубо говоря, ты видишь, что, блядь, не то, но ты же знаешь, что вот по заживлению это как надо. Соответственно, блядь, лучше подождать. Не то чтобы даже по заживлению, а по остыванию кожи, как ты говоришь. По остыванию, как правило, ну даже на самом деле даже по остыванию не всегда, даже зачастую, я бы сказал, 50% там каких-то тонов, они все равно лживые. Вот именно по заживлению они дают тебе понять. И, блин, ну это прям, да, это факт. Конечно, зависит там плюс-минус там один и тот же цвет, какой-нибудь там, опять же, к примитиву, опять же, к простым цветам, то есть темно-красный. В какой-то в одной компании красок, то есть он прям сразу, блядь, таким, где-то он слишком темный, и кажется, думаешь, бля, ебать, он пиздец какой-то. То есть, а есть какие-то, ты кидаешь, и он недостаточно темный. Ну вот, я не знаю даже, как на это отвечать, но это примитивно. То есть ты раскидываешь в голове вот эти границы, где должен заканчивать, грубо говоря, свои действия тот или иной цвет. Это у меня так в голове устроено. То есть даже если я этого не вижу, я-то понимаю, что я сейчас кладу цвет, который по факту темнее. То есть и то, что сейчас он выглядит слишком однородно, это, ну, это же не значит, то есть, что грубо так оно говоря, будет. ты движешься на ощупь по старой памяти все-таки. Ну, типа, в каких-то моментах да. То есть далеко не все цвета, далеко не все тона и градиенты, как бы, но какие-то примитивные, да, я уже на самом деле могу даже, мне до пизды, как она выглядит сейчас, я знаю, что по заживлению оно будет. И на самом деле, вот, ну, типа, вот если, допустим, кому-то объяснять, как лучше там выучить цветовую гамму, это вот, я не знаю, для меня было очень полезным, когда берешь там любой цвет, там, допустим, красный, синий, зеленый, я не знаю, из первичного круга, их 12, да, там, если не ошибаюсь. И вот каждый из этих цветов, вот ты берешь центральный, а к нему приплюсой еще два. То есть ты взял красный, надо, чтобы был еще светло-красный и темно-красный. Соответственно, как бы из этих 12 уже умножь 3 на 12. Я просто сейчас. 36. Вот, соответственно, у тебя уже в голове маленькая палитра.
О чем ты сейчас говоришь? Ты берешь, в смысле берешь? Ты Вот, берешь его и смешиваешь нет, из ну, каких-то блин, других? ну, подбираешь на самом деле. То есть можно и смешивать, если ты достаточно осведомлен в колористике. Нет, ты говоришь о какой-то тренировке. Я имею в виду, что вот есть первичный круг, допустим, чтобы из головы не выдумывать цвета, вот он первичный круг цветовой, да, соответственно, в нем есть полноценные цвета, то есть красный, желтый, зеленый, там, я не знаю, фиолетовый и вот все остальные. Соответственно, берешь каждый из этих цветов, как я уже сказал, допустим, красный, ты взял из этого Мгм, круга, мгм. и все, и к нему надо подобрать по факту, чтобы был темнее этого красного и светлее В этого работе. красного. Да, ну как бы через опыт там, то Мгм, есть это мгм. уже не важно, как ты дойдешь. То есть, Ты говоришь о составлении собственной да, 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 палитры. да, да, да. То есть ты, короче, к каждому цвету приплюсовал еще два, Мгм, чтобы они были вот между собой. И вот у мгм. тебя, грубо говоря, образуется 36 цветов. И каждый из этих цветов, он либо темнее, либо светлее какого-то из. Соответственно, как бы, ну, блин, на мой взгляд, это очень удобно. Выучить градацию там вот 12 цветов, это, на мой взгляд, легко. То есть, типа, ты взял красный, ты понимаешь, что вот это будет темный, это будет, сука, насыщенный, там, центральный, соответственно, это будет светлый красный. И все, и ты уже знаешь, что если там в работе где-то присутствует какая-то красная гамма, ты такой хуяк, сразу эти три взял. Мгм, Также синим, зеленым, фиолетовым. мгм. На любой цвет как бы можно, ну, взять тот, что темнее, тот, что светлее, как бы. Единственное отличие, ну, то есть сам понимаешь, то есть есть первичный круг, а есть все-таки три цвета. Приглушенные, там, по светлости Да, но отличающиеся, это по уже немножко насыщенности, другая это уже кухня, немножко это другое. уже, Это второй этап, как бы, да, да вот я хуй этого его всего знает. Это, дела. наверное, тот этап, к которому, блядь, я всегда стремлюсь, блядь, когда-то дойти. То есть каких-то тонов я прям, блядь, я знаю, что если мне надо его приглушить, я там вот эту хуйню напихаю туда. Но А какие-то, блядь, ух, по ёб твою любому мать. татуировщику обычно видно, какой цвет он хорошо изучил, а какой плохо. Да, 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 у каждого есть, ну, своя цветовая гамма, и их в работах их ощущается. Ну, то есть это прям факт. Это как почерк у художника. То есть, да и у художников цветовая гамма тоже. Если кто-то там всегда на контрасте что-то делал, кто-то более пастельный. То есть это, Я ну, просто где-то, у кого же я слышал, мне говорил кто-то из татуировщиков, из наших питерских, по поводу того, что посмотри работы на Ильи Фоминых, мгм. и ты увидишь, что зеленый везде одинаковый базовый. Да, А причем все это, остальные цвета, когда он там розовый, пурпурные, высветленные, там почти что выжженные, фигачат, они обалденные, но вот там эта птица охеренного цвета, она на этом классическом базовом зеленом расфокусированном да. фоне Ну, всегда стоит. То как, есть зеленый как бы он не особо видит много какого тона, а вот остальные тона он очень слушай, много мне видит. кажется, он, может быть, и видит, что скорее всего. Я почти уверен, Просто он и знает. он Возможно, это ну, у него же использует есть так. свой какой-то перфекционизм. То есть ты когда видишь, мне нравится вот там этот тон, этот тон, этот тон, и у тебя своя в голове То есть палитра. это И вот прием художественный. мне кажется, ему просто так комфортно, ему нравится это. То есть за счет, допустим, этого зеленого все остальные вылазят туда-то там или сюда. То есть как это работает, знаешь, один дополняет другой. Ну, я понял. На Вот. каком-то простом фоне что-то сложное или наоборот. Да, ну как бы на все есть какие-то там, я не знаю, те или иные там правила, и они, в принципе, все идут из художки. Короче, я к тому, что по факту, вот когда я сажусь работать, да, я пропускаю работу через фильтр. Я ее, ну, у себя там в голове какой-то. И я типа, да, все-таки придерживаюсь того, что если есть темный участок, вот он чистый, то есть я лучше его закрою, потому что, ну, как бы ни крути, Будет понятней дальше, да, то что есть потом я делать. сразу определяю себе, грубо говоря, края. Соответственно, если я начинаю работать с каким-то более сложным объектом, да, где присутствует какая-то растяжка, где какая-то детализация поверх всего этого Мгм, мгм. присутствует, то я уже, как ранее сказал, я отталкиваюсь от подложки. То есть я для себя какой-то вычисляю там средний тон, допустим, если это там телесные тона, если это портрет, я, допустим, кидаю какой-то там, я не знаю, светло-коричневый, я его кидаю легким такой сеткой, Мгм, то есть как, ну, подложка. Потому что я тем самым открываю кожу, мы уже говорили о том, что открытая кожа, она более восприимчива к дальнейшим действиям. мгм, Соответственно, я поверх вот этого среднего тона беспроблемно смогу, собственно говоря, положить темный, либо светлый, прям мгм, поверх этого. мгм. Вот, поэтому я откидываю общий средний тон. И когда я уже вижу этот тон именно на коже, то я понимаю, где мне к нему, какой нужно темный, грубо говоря, вкатать. Соответственно, как бы, вот видишь, у меня здесь вот присутствует вот этот вот, У основания большого пальца. ну, назовем это так, блядь, это очень смешно. А с моей стороны вылез как курица-гриль какая-то здесь, вот эта Да, ляха, похоже на окорочочку. такая карачочка.
Ай, блядь. Ну, короче, я положил, собственно говоря, средний тон, и здесь, вот видишь, к нему начал натемнять. Ага. А вот фактически светлые, именно самые, я все-таки стараюсь оставлять финально. Есть много мастеров, которые работают там, в том числе даже вышеупомянутая Валя. Она как бы может начать с блика в глазах. То есть Мгм. мне похуй, она и ебанула белый, и плясать пошла. У нее на эту тему есть куча материала в голове, она прекрасно сможет объяснить, почему она так делает. И она Мгм. объяснит так, что ты это сам поймешь. Вот. Но и я это понимаю, почему она делает, но для себя именно выработать я еще пока это не успел. То есть, поэтому я все-таки от средних тонов отталкиваюсь. И как бы вот положив средний тон, да, я к нему внахлёст начинаю кидать. Важно не переборщить с этим тоном. Имеется в виду, если я кидаю подложку, если я хочу в этом участке все-таки потом, как это, поиграться с растяжкой, Мгм. вот, то мне, ну, то есть мне нужно положить его настолько, там, грубо говоря, легко, чтобы мне и цвет видеть, Мгм. который я кладу, Мгм. и при этом я понимал, ну, чтобы она не была плотной. В противном случае, если я переиграюсь и вышеупомянутая подложка сядет плотником, то больше я там уже, сука, нихуя не сделаю. Мгм. То есть я уже поверх этого там светло-коричневого, если я начну класть темно-коричневый, Мгм. то он, блядь, как, знаешь, я не знаю, он будет стекать, как какие-то пустые участки, и будет очень дробно. Мягко он не сядет. Поэтому как бы само по себе вот понимание подложки, само по себе понимание этого принципа работы, оно имеет свои правила. То есть, если ты отталкиваешься от какого-то тона, имей в виду, что этот тон тебе, возможно, придется в корне поменять. У меня Мгм. такое бывает. То есть, я могу кидать там какой-то розоватый, допустим, телесный цвет, да, там. Я его кинул, и я понимаю, что там, я не знаю, по какой-то теплоте, допустим, здесь должна быть все-таки больше теплой. И я Мгм. прям поверх, не по краям, где там темный либо светлый, я прям поверх могу залезть совсем другим тоном, да, желтоватым, каким-то коричневатым, да, потому что я понимаю, что вот, да. И если, Поменять температуру, да, короче. ну, условно говоря, да, то есть, или же неважно, это, то есть, я просто имею в виду, что я могу прям поверх положить абсолютно иной тон, абсолютно другой цвет. И для этого мне нужно, чтобы вот первый он был рыхлый, то есть равномерно. Это, кстати, важно, чтобы оно все было равномерно, потому что если я буду кусками кидать, ну или как бы в перекрестие, да, Мгм. то политика вот этих действий, то есть структура, вот когда ты там крест-накрест кидаешь там Мгм. пигмент, то есть она уже подразумевает перекрещивающийся, допустим, вот Дырочки какой-то, в коже. ну да, и, соответственно, там, где будет перекресток, пигмент, там, я не знаю, гранула пигмента, она просто сядет плотнее. Иными словами, какие-то из участков, где перекрещиваются вот, вот этот вот все движения, да, то есть они будут плотнее. И это будет то, о чем я говорю. То есть это уже не будет равномерный. Поэтому как бы вот нужно как-то все-таки выдерживать баланс. Ты Ну, меняешь в зависимости от того, какой вид работы или какой вид кожи или какая часть тела ты меняешь вольтаж хотя бы на машинке? Или вообще, по или большому счету я иголочку? не меняю. То По есть ты большому счету. работаешь везде так, это все твоя рука. Ну, грубо говоря, да, но, ну, то есть я понимаю, когда и в каких случаях мне нужно либо накинуть вольтаж, либо сбавить. И раньше вот, сейчас я уже не встречал, давно уже не встречал проблемы с белым. Но раньше, я не знаю, она была прям классическая, у всех была проблема с белым. Что типа плотно положить равномерно белый, Мгм. была прям какая-то отдельная проблема. То есть он там сразу кровился, плил, а по заживлению он какой-то дробный, кусочковый был и так далее. У меня такая хуйня тоже была. Я как бы не упустил ни одного момента, поэтому у меня все было. И как бы как я с этим боролся? Я в какой-то момент понял, что сам по себе белый пигмент, который у меня в тюбике был, он Мгм. густоват, густой. Соответственно, и в колпаке он тоже густой. То есть и он у тебя комками вкрашивается. Да, я вожу там, грубо говоря, иглой по коже в одном ритме, но он не успевает, блядь, разглаживаться. И это потом я додумался разбавлять его, а до этого я просто скидывал вольтаж. Мгм. И немножко менял помедленнее. И, блядь, да, и вот он, сука, прям садился плотничком, и все типа ровно. Я такой думаю, ебать, какой я умный. И, собственно говоря, потом как бы я подумал, блядь, от обратного, и я сейчас даже не... Чтобы не скидывать вольтаж, ты теперь разбавляешь Да, иглой. я просто сразу, во-первых, в принципе, то есть разложив палет с пигментом, я зачастую просто туда еще капаю сверху у меня вышеупомянутый разбавитель Мгм. какой-нибудь, Solution. Мне причем до пизды какой. Они же есть цветные, есть для ЧБ. Насколько я знаю, отличаются они лишь содержанием больше либо меньше глицерина. Мгм. Ну, это Вот. вода с глицерином, по сути. Ну, разбавитель, да, и спирт.
какой-то там. Короче, история в том, что как бы мне до пизды. Я просто кидаю сверху, вот прям разлил краску и кидаю сверху вышеупомянутый разбавитель. Для чего это нужно? Не всегда это нужно для того, чтобы пигмент был жиже. Я иногда кидаю его просто наверх, потому что знаю, что пигмент имеет свойство сохнуть. Мгм. И вот образует вот этот вот ебаный кратер, блядь, знаешь, по краям. Где-то, Который ты потом вытаскиваешь. да, пизда, потом какой-то хуйней сомнительной занимаешься, блядь. Как у деда в жопе А сам ковыряешься. клиент смотрит, думает, что это вообще Такой, да, происходит. блядь, он Тебе там пиздец. А я там, блядь, что за какой-то сухари нахуй ты достаешь? голема оттуда нахуй, блядь, леплю, блядь, какого-то. Ну, как бы да, поэтому, а вот она, собственно говоря, создает такую, типа, поверхность. Но все равно, на самом деле, когда ты там два раза макнешь, то как бы уже она, эффект немножко пропадает или слабеет. Вот. Но, типа, вот по этой работе, то есть, видишь, я начал снизу и просто иду наверх. Эм, По цветам, то есть я не запариваюсь, хотя белый, я уверен, я кидал в конце. Объясню почему. Несмотря на аккуратность работы, которую я, в принципе, так или иначе выработал для себя, я все равно стараюсь белый кинуть в самом конце, потому что в процессе работы, даже если я иглой там аккуратно работаю и прочим, то общая как бы атмосфера татуировки, она может запачкать. То есть я имею в виду, что там вот этим ватным диском я мажу, кожу стираю, там Все равно что-то втирается. перчатки, Ты да, сейчас, да, грязные. я сейчас уточню, ты сейчас говоришь о том, что если ты белый вкрасил, Да, а хайлайтер. где-нибудь рядом кладешь какой-нибудь холодный цвет или что-нибудь, ты Да ты можешь, пизда какой. возюкая бумажкой или ватным диском, можешь испачкать тот белый, который ты уже вкрасил. Да, при этом на самом деле мулька о том, что типа, блядь, светлый тон, блядь, пачкается об темный, ну, типа, это, ну, у этого нет какого-то природного составляющего. То есть В ты смысле? можешь начать с белого Это спокойно. неправда? Ну, оно типа, ну, блядь, правда, раз люди пачкают, только оно не от этого зависит. А от чего? Пачкается только перегруженная ткань. То есть, если ты испачкал свой белый, начав красить рядом с ним черный, Да. то значит ты белый вкатал слишком сильно и перетравмировал кожу. В основе своей, да. То есть, как, я тебе объясню, то есть я могу положить, то есть на самом деле светло, допустим, вот бежевый Его или тоже можно испачкать. да, я просто и говорю, что, допустим, разница между чисто белым или же светло-бежевым, да по большому счету никакого, это светлые тона. Мгм. И положив его, как бы, ну, его можно чем угодно затереть. Проблема в том, что, даже не столько проблема, решение этому, то есть как я работаю. То есть я кладу какой-то светлый тон, Мгм. допустим, и потом просто даю минут 10 этому месту, как бы, ну, то есть не начинаю там елозить черным. То есть если он там, блядь, не нужен. То есть, вот, допустим, внизу я же тоже клал Мгм. темный, да, но я Мгм. понимаю, что это на краях. Вот. И при этом рукоятка сама по себе довольно-таки темная. И я не боялся там что-то затереть. Но при этом, если я, допустим, работаю какой-то, положил светлый участок, Мгм. мне нужно вышеупомянутое дать ему остыть. Вот когда он остыл, когда поры чуть-чуть уже подзакрылись, и уже ты видишь чистый пигмент, потому что она не кровит и так Мгм. далее. Я могу смело там и черным, Прям блядь, можешь идти. налить с бутылька сверху черного и ничего не будет. Да, ну как бы все равно кожа, как ни крути, она травмированная, Мгм. соответственно, она открытая. И какие-то, конечно, блядь, такие лихие действия, типа намазать туда черным и локтем закатать его туда, я, конечно, не делаю, но я могу смело работать вокруг. Если я положил его, вот, собственно говоря, без каких-то либо там Если она не перегруженных. травмирована. Да, потому что чем более она травмированная, как я уже рассказывал, что такое перелопаченная кожа, это вот она, блядь, когда уже она шероховатая. Это иными словами, как сыр об терку. Мгм. Поэтому как бы у тебя, блядь, шероховатая поверхность, об нее она, в принципе, затирается, как бы, и все тому подобное. Поэтому я, в принципе, не вижу в этом проблемы. Если ты работаешь, то есть вот даже многие посмотреть, там, тот же там Дима Самохин, да и, блядь, остальная там сотня, десятки, тысячи людей, наверное, которые работают чисто. То есть по ряду причин они там, кто-то знает хорошо цветовую гамму, кто-то, в принципе, я не знаю, там через каждую секунду, блядь, чистое полотенце Мгм. достает. Мгм. Неважно, все, кто работают чисто, они, собственно говоря, по большому счету вот добиваются этого за счет того, что они не грузят кожу. А какой бы ты ни был там топ-артист, то есть ты можешь, если ты перегрузишь кожу, там, в принципе, то ты салфеткой рядом протирая, то ты можешь оставить там след. Хотя все это дело, оно больше влияет на внешний вид по свежаку.
То есть зажившее оно не остается. По большому счету нет. То есть я, конечно, видел, когда я там, блядь, щеку перегрузил, как-то было там участок, и я рядом красил черный, и да, и получилось так, что я, блядь, на светлый участок там залез, и она там прям выглядела, и по заживлению какая-то такая муть там была. Но опять же, блин, вот любую работу нужно, особенно там цветную, да, ее нужно продумать. То есть я вот рекомендую всем, даже вот, ну, тем, кто там, я не знаю, они там первый раз взяли в руку машинку или, сука, третий год уже хуярят. История в том, что ты, когда берешь картинку, ты ее пропускаешь через фильтр. Ты понимаешь, что здесь, сука, темная, какие вокруг объекты есть светлые. То есть безобдуманно залезть там, покрасить какое-нибудь там, я не знаю, лицо светлое и понимаешь, что, допустим, какая-то это индейская маска, где на глазах такая чернушная Мгм. полоса. То есть, ну, мы понимаем, что по факту там, блядь, дохуя черного вокруг. Может быть, сначала стоило бы черный сделать. То есть какой-то сформировать алгоритм. Это всегда было, есть и будет разумным видом деятельности, Ну, поэтому... короче, надо вдумчиво подходить к Да, да, процессу да, да, рабочему, и разбить его тогда... вот на куски, а потом просто соединять. Многие боятся потерять трансфер. Я его тоже недолюбливаю, когда трансфер, сука, съебывает. Мгм. Но, блин, я не знаю, отсеките себе, пускай этими легкими аутлайнами, да, то есть легкими контурками, как Фома работает, там водичкой Просто процарапывает. водичкой процарапал, все сразу. Ну, либо все сразу, либо вот ты себе какой-то объект, чтобы потом как Лего. Я вот обычно делаю как? То есть я работаю, я вижу, я теряю, блядь. Ну, то есть там кожа Мгм. разная бывает, и зачастую бывает, что трансфер, сука, съебывает. Блин, я по факту как бы, я понимаю, где сейчас мне важная часть, и я, короче, попросту ее ну, отконтурю, чтобы это была какая-то четкая Тот линия. кусочек, который ты прямо Да. сейчас будешь И, красить. блядь, нахуй, захуй, я там сижу, ковыряюсь и так далее. Все, тот вокруг трансфер уже слетел и до пизды. Но у меня есть точка опоры. Мгм. Я потом беру этот старый добрый трансфер и не поленюсь, я снова его переведу. То есть тот же самый, который ты Да, уже переводил, ты как просто мозаику. отрезаешь этот кусочек и Да, совпадаешь. да, 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 да. И для меня, допустим, я почему-то не нашел общий язык с системой работы с вот этими вот процарапками. Я его так и не нашел. У меня получается, даже если, сука, водичкой процарапал, то я вокруг работаю там темным, светлым цветом, Но стирая вот эти все это. бороздочки, они остаются. Да, я это втираю, блядь, в чистые контура. И, блядь, я вот не знаю, как Очень ребята, красиво получается. да, вот они прям, это вот, ну вот, не зря говорят, у каждого рука своя. Мгм. И глядя то, как работает там тот же там Илюха Фомин, Фоминых, соответственно, как бы, блин, ну прикольно, он сразу сделал, то есть, и как я уже, кстати, ранее начал говорить, я очень отвлекаемый. И если, блядь, какая-то нота меня начинает раздражать, как, например, съебавшийся трансфер, Мгм. у меня начинает по рукам это бить. То есть я начинаю что-то, блядь, пытаться себя выстроить. Начинаешь нервничать, короче. Ну, нервничать, да, то есть, Вывезу, не вывезу вообще. да, не столько я наперед, я начинаю думать об этом. Сука, трансфер съебывается, блядь, надо что-то аккуратнее, Предпринять. надо это. А в какой-то момент я просто начал, да, вот что касается именно трансфера, я в какой-то момент расслабил косичку, ну съебаешь ты, и хуй с тобой, Вася, ёпта. Я там откинул себе угол, блядь, грубо говоря, где картинку, я потом приложу, и она уже по пропорциям сойдется. Все, как бы, и на этот момент я не парюсь. И я же проводил там не единожды мастер-классы, и у многих ребят, как бы, у них все, у них прям паническая боязнь, что трансфер стерся, они начинают, блядь, по еле-еле, сука, заметным этим отголоскам, блядь, трансфера пытаться что-то воткнуть, они не попадают, блядь, и все, идет какая-то хуйня. Ну, уже неаккуратно получается. Да уже там, блядь, из-под топора идет, и как бы о том и речь. Типа, блин, не бойтесь, просто вот, я не знаю, создайте себе какую-то вот полосу, к которой, грубо говоря, подключить этот пазл. И спокойно возьмите перекур, блядь, протрите это все начисто, сотрите весь этот трансфер, заново переведите, работайте уже в этом Ну, пятачке. что, собственно говоря, здесь и будет скорости. Потому что отражение в лезвии ножа ты переведешь второй раз. Да, оно там съебало, да, точно там же у нас оно. Ну вот опять же, да, вот я начал работать, я понимаю, что я там ковыряюсь, тут ковыряюсь, и у меня оно начало съебывать. Что-то пытаться аккуратничать, вот так вот тут пальчиком уперевшись, лишь бы не задеть лезвие этого ножа, там, да, чтобы не стерился трансфер. Но это уже будет какой-то разлом привычного процесса работы, да, то есть я не считаю, что я сейчас должен об этом Дискомфорт. запать. Ну, конечно.
Хорошо, а можно тогда спросить, раз уж заговорили об исходниках, как ты их выбираешь? Может быть, ты скажешь, где ты их ищешь? И вообще, может быть, ты и сам делаешь, фоткаешь что-то. Что вообще происходит? И то, и другое бывает, наверное, нередким образом. Давай, наверное, по порядку. Значит, где я их ищу? Да. Там же, где и все. В силу того, что я работаю в основном там в предметном портретном реализме и так далее, мне как бы необходимо за основу, как, ну, как правило, именно фото. Желательно качественное и так далее. Соответственно, мы идем куда? То. Мы идем, блядь, в интернет. Где-то там в Гугле, Яндексе, неважно в каких ресурсах. То есть я чаще всего захожу на Pinterest, потому что у нее система поиска такая довольно-таки удобная. Короче, не суть. Значит, поисковиком или каким-то ресурсом, где найти материал, может быть у каждого свой. Потому что сейчас реально, ну, очень много каких-то... Ты какие-то покупаешь ли ты подписки на специализированные фотостоки? Нет, я жадный, и у меня нет денег, я То женатый есть только человек. то, что можно найти, урвать бесплатно или заскриншотить или что-нибудь. Не, ну у меня есть как бы другие какие-то лазейки, то есть это уже такие секреты фирмы, то есть есть некоторые ресурсы, где я там каким-то путем имею доступ, знаешь, допустим, и я понимаю, что там я могу рвать именно тот материал, который по факту в общем своем обилии не будет в Будет Гугле или еще эксклюзивным. что-то. Ну, так или иначе, да. То есть это вот где поиск свободного, да, материала. Сам, блин, ну это вообще чудесно, если есть возможность, или в принципе, то есть если заказ, там, грубо говоря, если идея там, клиента, она соответствует своим желаниям его исполнить, и она упирается в то, что по сути самому его сделать небольшая проблема. К примеру, там человек хочет череп, да, то есть у любого, мне кажется, сейчас татуировщика, как и в принципе у художника, где-то, сука, достоит череп. Ну да. А у многих они наверняка, сука, есть еще и пиздатые, которые либо максимально анатомические, что вот типа вот он прям как живой, либо, ну, наверняка они выглядят прям как-то интересно. Короче, не суть, есть вот этот атрибут. Ну и как бы, если есть желание сделать там череп и так далее, то когда ты сам строишь композицию, когда ты сам поставляешь там свет, там источник света, либо его цветовое решение, знаешь, как там, я не знаю, включил, блядь, как называется, это софит какой-нибудь цветной, да, то есть там тут кинул один цвет, тут другой, и вроде у тебя тут вот так, а с другого боку там какой-нибудь рефлекс красивый. Короче, картинка становится богатой, интересной. Соответственно, как бы это всегда заебись. Ну, как по мне, так и я не упускаю эту возможность, если я могу что-то сделать сам. Но, к сожалению, у меня нет антикварного музея, чтобы у меня там было все. Начиная от черепа, заканчивая там, я не знаю, блядь, голым каким-нибудь там бабой, чтобы, если надо, мне ее изогнул. И как бы, да, ну, то есть, типа, понимаешь, да, о чем я. Поэтому, как бы, когда какие-то мне поступают такие идеи, да, там, от клиента или ваше совместное решение упирается, я не знаю, в наличие какого-то э, объекта, который вот у тебя точно нет. Ну, что остается? Остается как-то, блин, выходить из ситуации, то есть ты начинаешь искать в интернете, возможно, его искать похожим. То есть зачастую, если я понимаю, что это какой-то, там, я не знаю, фэнтези, да, то есть какой-то образ, по сути, там, я не знаю, на базе человека, ну, к примеру, там, блядь, какой-нибудь, вот, блядь, с головой, там, я не знаю, какой-нибудь змеи, там, человек, там, или, я не знаю, ну, какая-нибудь каша, мед, говно и пчелы. Но я понимаю, что, допустим, какая-то часть этой картинки состоит из человеческого тела. То есть я могу, в принципе, сепарировать эту идею. То есть я Ты отдельно... начинаешь делать фотоколлаж из разных кусочков. Да, я собирать думаю, отдельный оно, да, сюжет. то есть, в принципе, вся моя работа, то есть, то, к чему я вот в последнее время пришел, то есть, мне уже не интересно делать просто, блядь, портрет. Мне не интересно делать, я не знаю, какой-то, ну, такой единовременный, я не Просто знаю, картинку. да, просто картинку. Я понимаю, что если, ну, сейчас такое время, что человек, получив одну, да, так всегда, кстати, было, эта психология человека так построена, что к хорошему привыкаешь быстро. Соответственно, когда ты получаешь какую-то там хорошую там татуировку, а как минимум ты, грубо говоря, шел за ней, то ты спустя какое-то время, даже если изначально у тебя не было желания сделать какой-то там большой масштабный проект, рано или поздно ты все равно придешь к тому, что ты хочешь еще. И, как правило, ты приходишь и говоришь, ну, это опять же по опыту, я думаю, ты со мной будешь солидарен. То есть люди приходят и говорят, слушай, вот помнишь, ты мне там делал вот эту собаку чахлую, я хочу к ней кота гнилого. Ну и как бы ты такой думаешь, да, и ты, блядь, смотришь на свою старую работу и понимаешь, что вот как раз таки тогда надо было об этом подумать, что как-то оставить какие-то пути отхода. Ну да.
Ну, грубо Не говоря, делать композицию полностью да, ее не делать законченной. однодневной, да, то есть ты к ней как бы вернешься, и наверняка по-любому. А даже если не ты, ну, как бы кто-то другой, но это все равно должно быть. Поэтому как бы я в принципе стараюсь всю композицию, не то что вот один объектик, я его Мгм, сепарирую, ищу мгм. часть оттуда, это оттуда, и вместе потом склеиваю. Вся какая-то работа в целом, то есть она у меня собрана. И у меня на этот счет как бы есть какое-то свое видение. То есть для меня хорошая композиция построенная, покуда я работаю в таком околореализме, да, то есть она должна выглядеть как постер к фильму, который, что он из себя представляет, то есть есть главный герой, главный персонаж, неважно кто это или что это главный объект в этой композиции. И он должен быть главный, он должен, блядь, ты просто видишь, ты понимаешь, что не вон та собака там, блядь, за углом, Мгм. пьяная, валяющаяся, да, то есть она главная на самом деле, кстати. А этот я просто картинка, она в хорошем разрешении, поэтому я ее большой сделал. То есть это все вот эта вот хромая композиция, то есть она годами точилась. Поэтому как бы теперь, если я все-таки получаю какой-то интересный заказ, когда человек говорит, я вот хочу что-то вот так или так или так, у меня уже в голове формируется какая-то история. И когда я общаюсь с клиентом, если мне необходимо донести ему мысль о том, как может или как должна выглядеть та или иная работа, и в частности его, Мгм. ну, мне прям так легче, я всегда преподношу ему пример на базе какого-то фильма. Иными словами, я ему объясняю, вот если бы мы делали там по фильму «Дракула», Мгм. или же по какому-либо другому, то есть ты понимаешь, там, вот, «Звездные войны», то есть, к примеру, где персонажей куча и так далее, но есть, грубо говоря, какая-то основа. Стоит Рэмбо, а вертолеты и афганистанские боевики уже Да, скачут где-то на заднем грубо плане. говоря, если я делаю, блядь, композицию, делаю картинку или, в принципе, всю работу по фильму «Рэмбо», то Мгм. я не ебану какую-то здоровый, блядь, папоротник на всю руку, а где-то там сверху или под Мгм. мышкой торчит бандана «Рэмбо». Мгм. Ну, то есть, типа, это, блядь, это какое-то То есть пиздос. здесь ты корректируешь человека. Естественно, то есть это вот самое легкое, что мне дается. Почему? Почему на базе фильмов или чего-то, то есть мне удобнее объяснять человеку, как должна строиться композиция. Это потому что фильм, в нем уже задана как это, Сюжет. сюжетная линия. Соответственно, уже известно, кто из них, сука, пидор, а кто дворецкий. Образы, уже сформированы головой Да, образы, которые с соответственно, собой создают антураж, по идее. именно так. Поэтому любому человеку уже будет понятно, что если, допустим, идея сделана по этому фильму, то значит этот герой должен быть главный. Если этот герой главный, то он как картинка на коже, он должен занимать соразмерное пространство, соразмерное главному объекту пространства. Потому что если мы посмотрим на большинство постеров к фильму, как я уже ранее, да, вспомнил, Мгм. то есть там главный герой, он стоит в центре, он, сука, большой. На нем сделан акцент, его расположили специально Естественно, так. да. Соответственно, как бы второстепенные герои, которые также являются неотъемлемой частью этой композиции, они точно так же занимают немаловажное соразмерное пространство, но Второстепенный объект. они прям видно, что это уже такая шаг назад. И, как правило, для красивого решения, да, там именно композиции, должен быть какой-то связующий объект, который, по большому счету, он там и нахуй не нужен, но вот он приоткрывает немножко И занавес. антураж создает, и в то же время объединяет абстрактную такую сшивку Да, компонентов. да, да. Которая может быть хаотично появляться и там, и тут. И как бы вот все вот эти вот моменты, все эти приемы, они позволяют, по крайней мере мне, создать какую-то более богатую композицию. И поэтому как бы, ну и человеку, когда я ему объясняю на базе фильма, ему тоже сразу становится все понятно. А как мы говорили ранее, типа при общении с клиентом важно, блядь, взаимопонимание. Он понимает меня, почему я не могу сделать то, что он хочет. Мгм. А я понимаю его, допустим, чтобы мне понять, ну, чтобы мне предложить ему то, что он хочет. Только, может быть, своим видением. Потому что для этого мне нужно его понимать. Вот, поэтому с картинкой, если я вожусь, я нахожу этот материал в какой-то свободной форме и вот, грубо говоря. Итак, вы уже договорились с клиентом о том, что будет изображено, где, на каком месте, то есть ты уже приступаешь к рисованию дизайна. Здесь чисто технический вопрос. По факту в твоем ТЗ у тебя есть несколько объектов, которые тебе нужно скомпоновать в некую единую хорошую композицию. И так получается, что ты залазишь, к примеру, ищешь референсы в интернете и понимаешь, что эти объекты, там, череп, свечу и розу, ты не можешь найти одновременно в той композиции, Мгм, которая тебе нужна на данном участке тела. То есть ты будешь искать их отдельно и компоновать в виде фотоколлажа уже мгм, в фотошопе в одну композицию. мгм.
источники света и ракурсы. Ты подбираешь каждый ракурс, ищешь череп конкретного ракурса, ищешь череп под конкретным освещением. Или все-таки допускаешь какие-то вещи. Как ты вообще с этим справляешься? Ну, Как ты побеждаешь эту вещь? типа, да, разумеется, все зависит на самом деле от того, если это единая композиция, как вышеупомянутый череп, Мгм. там роза, свечка, если они, типа, по идее, в принципе, вот они разом находятся на одном столе, Да. тогда да, разумеется, то есть, типа, ну, на самом деле, это ты пример такой кинул, который, на самом деле, ебать, какой сложный, потому что свечка — это источник света, и Да, любой объект вокруг него я должен об их... этом и говорю. То есть ты начинаешь искать, и тебе приходится... Вот ты видишь 5 охеренных ракурсов черепов, каждый из них тебе подходит, но они, сука, все под другим светом. И ты Да. такой думаешь, блин, это другой источник освещения. Если я его сейчас липану, то как бы это будут разные источники освещения. Я сделаю каждый из них по отдельности, возможно, и хорошо, но ощущение жизни в этой картинке Да, не она не будет. будет цельная. И Ну, цельным оно не будет. да, к сожалению, как бы, ну, такие вот вещи встречаются. Единственное, что, конечно, любой там художественно развитый человек, он там может потом взять и переобуть картинку. Вот он вроде есть череп, Мгм. но он понимает, что у него рядом, допустим, свечка, источник света задан отсюда, и вот он пошел сам уже строить свет на вот этом объекте. Я, ну, не настолько развит, хотя там нередко, то есть, ну, какие-то примитивные объекты, если, извините, рядом бутылка стоит, ну, хули мне там Ну, рефлекс ты бросишь, типа. рефлекс или ну, освещаемость, то есть я просто как бы задам линию света, да, то есть по Мгм. бутылке, потому что сама, ну, опять же, к примеру, бутылка, да, потому что она примитивный объект, Мгм. потому что она, это, ну, грубо говоря, цилиндр. И все мы знаем там с тех же самых примитивных уроков по рисованию, как это делается. Но если это сложный объект, если он там разноформовый, да, то есть Мгм. тут уже сложно, и я на 100% уверен, я сделаю какую-то массу ошибок, и тем самым, то есть это как это, блядь, не медвежья услуга, а мартышкин труд будет. Мгм. То Мгм. есть я понимаю, что я вроде хотел типа сделать их дохуя пиздатыми и единой, но глядя на это, получится каша, мед, говно и пчелы. То есть, То что есть, что понять? ты делаешь? Ты тогда отказываешься от такой работы? Да, Или но идешь в сторону упрощения я какого-то? все-таки как бы, ну, знаю какие-то там свои относительно сильные стороны или же там какие-то слабые. Я понимаю, что если человек хочет что-то, и я, допустим, вряд ли к нему готов, Мгм. или же там, я не знаю, какие-то другие факторы на то влияют, то я начинаю менять. Я как скользкий уж на сковородке начинаю говорить, слушай, а давай-ка мы вот этот вот так сделаем. То есть, ну, как бы за спрос денег не берут, и если я в голове эту идею все равно держу, если я понимаю, что я тем самым все равно сделал хорошую работу, Мгм. вот, обойдя вот эти вот скользкие моменты для себя лично, то клиенту это тоже только, как бы, как говорится, в кассу. Вот. Но разные бывают ситуации, бывает для кого-то, там, я не знаю, вот это прям константа. Вот прям надо мне, ну, к примеру, вот я хочу вот портрет, там, я не знаю, жены именно вот с этой фото. Мгм. Ну да, Вот, да. к примеру. И я понимаю, что, опять же, там, включая сильные или слабые стороны, там, знаешь, классика сейчас вот эти, блядь, селфи нахуй не сделали под каким-то кривым углом, засвеченная. То есть я понимаю, что еще на экране телефона она еще Мгм. читается. Мгм. Но мы не забываем, что мы работаем не на холсте, это не digital арт, который сделан на компьютере. То есть я понимаю, что мне это надо перенести на кожу, и чтобы это было максимально схожее с этим. А какие-то свойства кожи мне этого не позволяют. К примеру, либо мои какие-то художественные навыки не позволят мне это сделать прям настолько схоже, чтобы все было так. Поэтому я как бы говорю, блин, прости, дорогой, но при таком освещении, как бы, ну, оно в принципе особо не имеет будущего, например. Когда там все засвечено, слишком много светлого, я понимаю, что как бы, ну, это не самое разумное решение, как для меня, так и для него. И как бы здесь уже тогда вспоминается тот старый пункт о том, как быть с клиентом, который либо готов идти на компромисс, да, с мастером, либо нет. Ну и, как правило, тут разговор простой. Я ему объясняю, он либо понимает это, либо нет. Если человек понял, ну, возможно, он там как-то пытается пойти мне навстречу, давай тогда, может, там это фото. Но, блин, на все есть разные ситуации, и так их все не угадаешь. Хорошо, а что с большими проектами? Рукава, спины, вообще там, ноговые и так далее. Ты вообще как сторонник? Просто Да, есть люди, которые упираются, допустим, в размер А4, и уже в не, портфолио больше уже не увидишь. не-не-не, я все-таки как раз-таки наоборот, я стараюсь, ну, как бы, как я ранее говорил, я понимаю, что даже если я сейчас сделал вот этот размер А4, Мгм. то рано или, ну, у нас же нет почти участков на теле, блядь, которые, ну, цельных, чтобы Мгм. они А4, то есть нога, рука,
Все, это уже, блядь, часть тела. Ну и даже если тело разобрать, то есть лопатка, там, грудь, там, слева или справа, это все часть одного большого. Поэтому я подхожу ко всему комплексно. Ну, стараюсь, по крайней мере. И я как бы, да, я сторонник больших масштабных проектов. И даже если я понимаю, что у меня не будет сейчас неделю подряд с одним клиентом, Мгм. чтобы разом весь масштаб вальнуть, но я все равно пытаюсь наперед чутко продумать дальнейший ход или хотя бы вот, вот эту вот сюжетную линию, чтобы когда человек придет в следующий раз, я ему без проблем продолжил какую-то работу, и оно воедино слилось. То есть я, грубо говоря, беру рукав, разбиваю его на пазлы и по кусочкам мозаики его клею. И причем неважно, человек пришел там через 2 месяца, допустим, на второй сеанс, ну, к примеру. Я просто достаю вот эту коробочку с мозаикой, нахожу нужный пазл, приклеиваю его и сижу дальше работаю. И воедино, да, мы имеем уже более цельную картинку. Вот как-то так. Когда тебе нужно сделать какие-то металлические элементы хромированные Мгм. или какие-то сильно засвеченные участки, Так, где на исходнике у тебя большое пятно белого цвета, так. и ты понимаешь, что оно нужно, это какая-то металлическая часть или что-то такое, как ты это решаешь? Ты прямо и красишь все большое все белым ровным цветом? Ну, да, на Вообще, самом как деле, ты? это Это я, я, если я честно, не веду, до конца понял я веду к вопроса. тому, что бывает ли у тебя такое, что белый цвет плотно вогнанный на большом участке по заживлению у тебя становится коричневым? И Ну, вообще, коричневым. от чего это? И вообще, как с этим бороться? Да, во-первых, прежде всего, белый цвет, да, он на самом деле капризный. И большие, блядь, однородные плоскости, вкатанные белым цветом, вероятность, ну, очень высока, что по заживлению или по стечению какого-то времени или какого-то ряда факторов, таких как солнце, да, там, они, собственно говоря, сыграют не самую приятную роль. Иными словами, вся эта цветовая вот эта белая гладь Мгм, мгм, однородная, мгм. где-то, сука, она, блядь, все-таки провалится и будет немножко какой-то там в желтизну уходящая. Бывают прямо сильные случаи, когда прям Бывает, вообще негр какой-то. да. Но это на самом деле уже не к краске и не к факторам, это перегруженная ткань. То есть это все от перегруза кожи в Да, итоге. то есть это перелопачено, это суровое заживление, это, то есть, в принципе, у нас вся цветопередача, да, то есть на теле, то есть, почему у кого-то там, допустим, вот тот же самый темный цвет выглядит там прям насыщенно, Мгм, а у кого-то или даже у него же над какой-то другой татуировки этот же участок, этот же цвет подобный, да, то есть он нахуяк, и он какой-то тусклый. мгм, И казалось бы, блядь, ну, один и тот же кожный мгм, покров и так далее. Но, типа, если вспомнить, если присмотреться, я говорю, по крайней мере, за себя, мгм. разные были, ну, как бы, процессы покраса. И когда, короче, ты перегружаешь кожу, то есть там что-то там, я не знаю, ты так сначала думал, что здесь достаточно там просто темно-красного. Мгм. А потом ты понимаешь, что когда она просела, когда общий объем Темного цветовой, не хватает. да, ты думаешь, блядь, надо было не скромничать, сука, а воткнуть сразу плюм какой-нибудь, Мгм. да, там. И ты, значит, лезешь, блядь, в этот плюм и снова залазишь на уже ранее травмированный участок. Соответственно, там, допустим, эта кожа уже и так повидала, блядь. И ты ее туда залазишь, и ты ее перегрузил. Так вот, перегруженные участки кожи, они начинают заживать, ну, как бы, они, в принципе, в силу своего там природного строения, они будут заживать сложнее, то есть там более, ну, не кровоточить, а сукровица Мгм. выделяться и Мгм. прочее. Но все это ведет к тому, что, скорее всего, по заживлению, если мы, допустим, радикально посмотрим на это, то есть она, ну, образуется вроде однородный слой, ну, сверху кожи, но он такой рубцеватый. Рубцовочная ткань, да, Ну да, так если называется научно, процесс. наверное. Но иными словами, грубо говоря, он у тебя такой замыленный. И, соответственно, Пожухлый. да, и, соответственно, цветопередача, то есть, ну, что такое татуировка? Это, блядь, гранула пигментом, находящийся ну, под кожей. Мгм. Кожа, она как тонировка на машине. Да. Соответственно, если она там загорелая у кого-то кожа, то у тебя тот же самый, сука, красный, но под загорелой кожей он будет там коричневатым выглядеть. Мгм. Соответственно, как бы вот та же самая история с рубцовой тканью. Она тоже тонирует и делает цвет пожухлым. Да, то есть она его немного и цвет искажает. Соответственно, все это получается вот таким вот не самым приятным форматом. То есть, поэтому даже вот у людей, да, вот которые там, э, вот как Дима, да, Самохин, вот он Мгм. у него свое цветовое видение, он очень хорошо знает почти любой цветовое решение, да, там, неважно, там, красный, синий, зеленый. И у этого цветового решения он
Он ну, прекрасно понимает, когда ему уйти нужно там в холодный, либо в теплый и так далее. И он как бы, ну, вряд ли там, ну, наверняка у него есть тоже там, где он там перегрузил, там где-то или еще что-то, и так оно и по факту есть, потому что все мы люди, это все понятно, плюс как бы там от клиента тоже немалое зависит. Но в основном он как бы прекрасно знает, что он делает, и он прекрасно знает, как он это делает. Тем самым он его единожды оперативно вкатал, без какого-то там излишнего травматизма для кожи. Соответственно, как бы, ну, вот эти вот травмированные ткани заживают легко, они заживают полноценно, и, соответственно, вот этот вот новый слой кожи, который восстанавливается после того, как старый облез, он восстанавливается чистым. Соответственно, это как чистое стеклышко, а под ним как бы картинка. И вот она цветопередача, то, что вот они такие работы насыщенные, объемные. Все это как бы вот упирается в этот. То есть по итогу любой перегруз твой, который ты по факту увидел на заживший, это признак того, что ты либо сомневался с выбором оттенка, либо ты боялся перетемнить, либо ты потом, когда оно подсело, все остыло, понял, что ты сделал не то и надо исправить. То есть Ну, и всё он это возвращает ты- к вышеперечисленному. Да, это всё По возвращает факту, да, к как бы на самом деле причины разные бывают. Бывает даже, что ты нечаянно рукой там ее лазил. То есть у меня тоже такое было. испачканной рукой. грубо говоря. Даже не столько в испачканный, у меня как-то я носил такой кожаный браслет, подаренный на руке, и он мне из перчатки немножко торчал, и мне парень сидел и орал, блядь, да что ж такое, сука, ты там, блядь, больно. Я говорю, да успокойся, там уже все нормально. Я потом смотрю, там какая-то, блядь, заюложенная ткань. А я, блядь, смотрю, а у меня просто браслет из перчатки вылез, и застежка ему там дрочит Ну, нахуй. хорошо, что бычки от него не тушил. Слушай, ну, я думаю, у меня все впереди. Так, понятно. То есть Эх. обширных белых участков нужно избегать. Я Если бы, да, исходник избегал. На самом деле, я бы просто подобрал картинку, другой исходник. уровни, я бы вытягивал уровни. То есть, допустим, даже если вот плоская картинка, вот она, и она видно, что там все белое. Ага. Если мы уровень подтянем, то наверняка от какого-то темного края вот этот вот ползунок, блядь, вот он, допустим, от черного идет серый, 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 и я бы свел вот этот вот полосу белого, какой-то минимальный, чтобы она была как хайлайт, хайблик такой прям. Ну, собственно говоря, в таком случае будет, наверное, более объемно, мне кажется. Бывает такое, вот как здесь у тебя рукоятка ножа, Мгм. какая-то прямая, четкая линия, или Мгм. она не прямая, но она все равно должна быть очень четкой, потому что это кромка, это грань. Мгм, мгм. Вот, с одной стороны тебе нужно прокрасить это плотно, с другой стороны у тебя пошла какая-то картинка, там какая-то градация, или Мгм, что-то, какая-то мгм, фактура, мгм. неважно. Вот. Я вижу два способа технических выполнения. Либо я беру плоский магнум нескругленный и Мгм. провожу эту грань, прокрашивая магнумом, то есть не влево-вправо рукой фигачу, а прямо туда-сюда, вдоль этой линии, Мгм, вдоль этой мгм, кромки. И тем самым я сразу же крашу это пятно равномерно. И мгм. в то же время у меня край этого пятна четкий, ровный, как по линейке получается. Либо я беру РС-очку и крашу вдоль этой кромки РС-очкой четкую прямую линию Мгм. прокраса, а потом уже от того, что я прокрасил РС-кой, начинаю разгонять дальше вафли магнумом. И у меня такое бывает, что когда это заживает, это видно. Там, где я РС-очкой плотно вогнал, и Мгм. там, где я магнумом, все равно магнум не так плотно красит. Да, это Как закон. ты решаешь этот вопрос? Ах, Потому что если я просто магнумом это попытаюсь сделать, то я очень часто начинаю перегружать, потому что это все-таки плоский магнум, и кромка вот эта, она очень сильно Слушай, корёвая. ну я в принципе не работаю плоскими магнумами, то есть у меня Все постоянно магнума скругленные у тебя. все, да. А почему ты Ну, против нее? Почему? на самом деле, до семерки, до девятки мне, в принципе, до пизды. А у них даже если скругленная семерка, то это дуга на таком диаметре, она Мгм, почти мгм, неощутима. мгм. То есть мне, в принципе, до пизды я могу и работать там прямым. А когда уже идет там 11, там 13, 15, 17 и там вплоть до 27-го магнума, то есть я только скругленными. Так пошло давно, потому что, в принципе, блядь, извините, там как-то, блядь, мягко тянить, Мгм. допустим, да, или делать какие-то там, я не знаю, мягкие там обрывистые переходы, мне, по крайней мере, было легче именно круглыми магнумами. У меня была когда-то, я не знаю, заеба вот именно прямыми работать. Я почему-то был уверен, что наличие уголков Мгм. по игле, да, то есть вот этих уголочков, оно мне даст какую-то фору, или не фору, точнее, даст мне какое-то дополнительное удобство. Мгм. К сожалению, я этого не освоил, а в основе своей, то есть работы, то есть мне еще и мешало, потому что он
Там. Но это надо привыкнуть, на самом деле, до пизды. Вот, что касается... Кромочек. Да, что касается кромочек. То есть, на самом деле, блин, я не знаю, я беру просто магнум под углом, и тот угол, который должен быть обрывистый, я в него, ну, на него заваливаю угол. Ну, грубо говоря, вот, то есть я носик наклоняю в сторону ответвления. И я его топлю. И, ну, это по логике вещей, оно уже будет, как бы, один край будет четкий, Ага. а другой наотмашь. Я понял. Я вроде так и раскидываю. Я на самом деле, в принципе, делаю и так, и так. То есть я могу сделать, то есть если там есть какая-то четкая линия, мне, в принципе, не впадло ее там РЛ или РС прокрасить. То есть Но я она же кину. останется. Да. И при Но, заживлении будет видно, как ты но, это сделал. опять же, ну, она, возможно, и нужна. То есть как четкая грань выпирающая. В зависимости от картинки. Если просто потом, ну, типа, она вроде угловатая должна быть, но она должна однородная быть с какими-то там другими частями, то, наверное, я справлюсь больше магнумом. Но, если честно, я не запарился на этот счет, что из себя будет. То есть вообще такого нету, не особо стоит такого вопроса. Ну, как бы да, то есть вот по этой работе, да, вот у меня рукоятка, я четко понимаю, что там рукоять у нее должна быть четкая, ну, как бы грань, что она там заканчивается. Потом, это, в принципе, как работа над ошибкой, ты по всей работе подходишь, берешь там эту релку контрольную, ага, и здесь надо, блядь, определить край. И я такой раз там тем же цветом, вот, так аккуратненько хуяк и прошел. Единственное, что, как бы да, то есть тот закон, что как бы ты магнумом плотно не красил, Все равно РС чем он меньше, тем он плотнее кладет цвет. Но плотнее, чем РС или РЛ, ты не положишь. Но при этом РЛ или РС, как бы как контурная иголка, она более травматична. Чем магнум, по крайней мере. То есть я имею в виду, что если там где-то, блядь, перегружена ткань, я уже понимаю, что если я сейчас туда РС-кой ебану, я там это, блядь, как перехуярю все к хуям. Я заметил, что ты подгибаешь в модулях иголки. Иногда, далеко не у всех эти квадроны, мне в этом нет необходимости. Вот Excalibur, который я, допустим, использовал тоже немалое количество времени, да, зачастую делал. Они раз на раз не приходятся, мы об этом вспоминали. И иногда бывает такой момент, что игла по носику как-то вот она вверх натянута. И в работе она там гуляет, она там дребезжит. Ну, это сразу ощущается, сразу видно, и мне не лень его разобрать и просто подогнуть иголкой. Это на самом деле старая школа еще. Примейды догнули, это было ты помнишь. на примейдах индукционных, да. Я Да, просто да. удивился, когда я на модулях такое увидел, потому что я что-то как-то не думал. Думал, что это проблема индюшек из-за того, что боек ходит по-другому. Я даже не знаю, как здесь. Но на самом деле это огромное отличие есть по модулям. То есть у нас есть модули два типа. С мембраной Да, и с резинкой. да. Резинка в силу своего строения, она к низу тянет иглу. Поэтому редко ты встретишь на иголках типа Титек или Excalibur, которыми я работаю. Или даже Квадрона. У него хоть и мембранное строение, но она у него рифленая. Да, она И, у него и с утяжка дырками. снизу. И это не мембрана получается, это просто такая круглая резинка. со Ну всех да, сторон. да. То есть, ну, как бы история получается в том, что у них геометрическое строение вот этого натяжки, она позволяет, ну, практически не трогать вот этот вопрос. То есть Но она даже тянет ее к шаены с низу. мембраной подгибать периодически нужно. Не даже, а Именно ну, шаены. да, то есть, но иголки с мембраной, они в принципе, они выплевывают иглу в центр. Ага. И почти все, блядь, то есть это бесчисленное количество компаний, которые после того, как, я не знаю, Шаен перестал продлевать патент, повалилось просто бессудебное разбирательство, беспроблемное производство вот этих кучу компаний, иголок, всяких китайского производства. Так вот, большинство из них на той волне, что, блядь, якобы мембрана это залог стерильности и прочего. Безопасности процесса. Да. Так вот, все вот эти вот иглы, они, собственно говоря, как? Вот эта мембрана, она как юбочка, она выплевывает иглу в центр. И, соответственно, как бы носик, к сожалению, он, собственно говоря, построен вроде по центру, но игла все равно уходит чуть выше. И между иглой и вышеупомянутым, значит, носиком образуется небольшой подбородок. И зачастую это в начале работы ты смотришь, у тебя там капелька скапливается, у тебя там вот игла гуляет, а под ней прям такое яичко нахуй. Да. А потом все-таки это же еще сохнет. И у тебя образуется, ну, как бы это в принципе... Трамплинчик для иголки уже. Да, или появился. трамплин, блядь, и в принципе, то есть это как забор, блядь, она по нему юлозит, то есть это все не самое приятное. И в работе, как бы, ну, опять же, это тоже не очень хорошо. Поэтому, как бы, да, вот именно в мембранах, если это не шея, просто у Шаена этот вопрос решен более качественным носиком.
Ну, у него он тоже, не да, решен до да. конца, но У да. него, безусловно, бля, все мы люди, и уж тем более там Шаен, они тоже не без косяков, и как бы да. Но все равно у них вот этот вопрос, он меньше встречается, чем, допустим, у каких-то других производителей, именно мембранных игл. Просто у реалистов это редко бывает. Я в основном это сталкиваются люди с этим, которые делают модулями контура. Ну Потому что да. контур, который, когда у тебя вздыбленная иголка, ты провести не сможешь нормально, потому что перпендикулярности нету. Ты вроде держишь перпендикулярно ее, а Мгм. иголка Ну да, колеблется она в гуляет. сторону. Но она вроде как бы Она не то что в гуляет, коже сама она ее уже. траектория, она немного вот иголка немножко смотрит, отклоняется от 90 градусов. И из-за этого ты ведешь перпендикулярно коже линию, а она у тебя не только тупо процарапывается, потому что иголка втыкается не прямо в кожу, а идет по касательной. Ну И вот это в они. основном все-таки для традиционщиков, наверное. Ну, насколько я знаю, блядь, традиционщик, если он прям плотненько сидит именно своей, он берет прямейт и индукцию. Ну, для линеек, конечно, да. Для То есть, полосочек, блядь, конечно. я многих повидал, кто беспроблемно может и индукции нахуй вон закатать, но легче и качественнее все равно остается и ротором могут сделать, но легче и качественнее остается, конечно, за индукцией, это все-таки время и показало. Полосы.